Полгода назад я купил Toyota 4Runner 2023 года, версия TRD Offroad Premium. За это время я проехал на ней больше 10 тысяч километров. И сейчас хочу поговорить тезисно о недостатках. Я не буду затягивать видео, поэтому здесь будет только о том, что мне в ней не нравится или чего не хватает. 4Runner — это внедорожник, и самый главный его недостаток, на мой взгляд, связан именно с его внедорожными характеристиками, а именно с недостаточностью дорожного просвета. Если смотреть по спецификациям, то его дорожный просвет 9,6 дюйма, то есть 24 сантиметра. Но на самом деле все гораздо хуже. Если взглянуть спереди, то видно, что защита двигателя находится на расстоянии 21 сантиметра от земли, что уже на 3 сантиметра хуже, чем в соответствии со спецификациями. У меня версия с KDSS, и на форумах зачастую пишут, что, мол, это из-за того, что KDSS, и поэтому защита двигателя оборудована по-другому. Но на самом деле, если глянуть сзади, то ситуация будет еще более печальная. Сейчас вот я обойду. И вот здесь, значит, я смотрю на поперечину рамы. И здесь, вообще 19 сантиметров. То есть это поперечина, ее защита двигателя, которая цепляется к этой поперечине, 19 сантиметров от земли. То есть тут вообще никак с KDSS не связано. Неясна позиция Toyota в этом отношении, откуда берутся вот эти вообще 24 сантиметра. То есть если это отличаться от модели к модели, то почему бы тогда не сделать с разбивкой по моделям? Ну и возвращаясь к личному опыту, я уже столкнулся с тем, что когда я еду по дорогам, где, казалось бы, даже небольшие колеи, то машина начинает скрести защитой картера. Что еще можно сказать по наружке? Ну, поворотники, как видно, обычные лампочки накаливания, но это так, мелочи. Что раздражает, это то, что дневные ходовые огни, это обычные, тоже сделанные из лампочек накаливания, их надо включать вручную, то есть реально поворачиваешь тумблер между выключено, дневные ходовые и ближний. Нет возможности включить их на постоянную основу. На мой взгляд, эти ходовые огни, я не знаю, вообще бесполезны. Я их ни разу не включал. Ближние противотуманки сделаны из светодиодов, но это я отнесу к положительным моментам. В общем, ситуацию со светом для себя решил следующим образом. То есть я просто включаю ее на постоянку ближний и так и езжу. Когда машину запираешь двери, то ближний гаснет. То есть аккумулятор не сядет, об этом беспокоиться не нужно. Единственный недостаток — это то, что если включаешь ближний, то центральный дисплей, он тоже начинает работать в режиме ночном, все черное. То есть его теперь дисплей надо выключать. Но, по крайней мере, чтобы переключить дисплей между ночным и дневным режимом, есть физический переключатель. Не надо там ни по каким менюшкам ходить. А входим вокруг и обнаруживаем незакрываемую крышку бага. То есть кто угодно может подойти, в любой момент открыть, и вот она, горловина. Совершенно никакой защиты. Мой 4Runner идет без парктроников. У него нет датчиков ни спереди, ни сзади. Бампер, как видите, пустой. По-моему, только версия 4Runner Limited идет с парктрониками сзади и спереди. Получается как? Машина имеет камеры по кругу 360 градусов, но при этом она очень молчаливая. Если задом сдаешь куда-то, то она может так задом совершенно тихо, молчаливо въехать в какое-то препятствие. Но справедливости ради надо отметить, что какая-то электроника на этот счет даже в такой конфигурации 4Runner есть. Он как минимум замечает кросс-трафик. То есть если ты сдаешь задом, выезжаешь из парковки и кто-то едет на пересечении, то, по крайней мере, в такой ситуации машина запищит и подаст сигнал. Так, а что еще интересного есть сзади? А сзади у 4Runner'ов особая такая черта, это их опускающееся заднее стекло. Что, в общем-то, удобно для собаководов, например, и удобно для того, чтобы поставить, достать продукты, но неудобно для ситуации, если кто-то хочет установить на заднее стекло видеорегистратор, потому что оно двигается вверх-вниз, и ты уже его не приклеишь. Из личного опыта скажу, что этим опускающимся стеклом я пользуюсь достаточно регулярно. Допустим, когда я приехал из магазина, то я паркуюсь задом, близко к стене, и мне не нужно открывать эту калитку. Я просто опускаю стекло, достаю продукты и потом поднимаю стекло. Продолжая тему багажника, скажу, что он вообще огромный, но и здесь не обошлось без недостатков. Когда я складываю сиденье, то пол остается не идеально ровный. Здесь не то чтобы такая большая ступенька, но перепад высоты где-то сантиметра 3. Особо этот недостаток себя проявляет в путешествиях, когда мы спим в машине.
Багажник, как я сказал, большой. У меня рост 174-175 сантиметров. И я могу здесь полностью вытянуться в полный рост. Но комфорта этот перепад высоты не доставляет. То есть плоского пола не хватает. Хотелось бы иметь плоский пол. Еще такой недостаток, который, возможно, стоит упомянуть. Для пассажиров задних сидений в Форанерах нет ручек. Вообще ни в каких моделях. То есть для меня это, наверное, без разницы. А если в семье есть дети или пожилые родители, то забираться в высокий внедорожник им будет неудобно. Еще один момент связан тоже со светом, но, наверное, по смыслу относится к большей категории подвески. В поездке с друзьями я заметил, что с двумя пассажирами сзади и загруженным багажником Forerunner начинает светить ближним куда-то вверх. Встречные машины постоянно мигали нам, давая понять, что наш ближний их слепит. Такой проблемы не возникает, когда я еду с одним пассажиром на переднем сидении и, в общем-то, тоже загруженным багажником. Хочу сказать, что я просто обожаю огромные брутальные ручки управления кондиционером и температурой в салоне. Старинные, архаичные и при этом в 100 раз более удобно, чем любые другие более современные решения. Я даже не говорю, в общем-то, о сенсорных экранах, это вообще атас. Но, например, на нашей второй машине климат хоть и дублируется физическими кнопками, но они слабо выделяются тактильно, и при этом, если их надо нажимать, то все равно приходится бросать взгляд на центральную панель. А здесь просто в любой момент протягиваешь руку и крутишь, регулируешь, как тебе нравится. Большим недостатком считаю отсутствие зонного климат-контроля в Forerunner. Сам по себе климат-контроль с установкой там температуры какой-то, чтобы он поддерживал, ну, я не знаю, может, если это не бесполезная вещь, я, по крайней мере, никогда не пользовался. Но вот разбивки по зонам, разделения по зонам здесь реально не хватает, особенно в каких-то дальних семейных поездках, в путешествиях. Но тут надо заметить, что зонный климат-контроль таки присутствует в двух вариантах, в других версиях Forerunner. Это он есть в Limited и TRD Pro. Но различия между разными вариантами Forerunner — это тема отдельного там длинного разговора, поэтому я не буду в нее углубляться. Жрет реально дофига. Ну, в принципе, это ожидаемо. По бортовому компьютеру, если посмотреть историю, что она говорит, самый лучший расход за все время был 12 литров на 100 километров. Средний 15,4 литра. Это где-то в путешествиях, видимо, смешанный цикл у нас был. А сейчас вот я по городу чисто езжу, она показывает, что 18 литров на сотню. Ну, это, в общем-то, чувствительно. При этом, по ощущениям, как-то двигатель все-таки кажется немного слабоват. Это 270 лошадей, честная атмосферная 4-литровая шестерка V6. Воу, Lexus промчался. Вот, V6 4-литровый. Но как-то, казалось бы, хотелось бы побольше, чтобы побыстрее разгонялся. Потому что по паспорту у него 8 секунд по спецификациям от 0 до сотни. Я не знаю, насколько это реально, но, скажем, когда я пересаживаюсь со спортивного седана, у которого 300 лошадей, там, то, в общем-то, разница чувствуется далеко не в пользу Forerunner. В тему электроники еще добавлю, что здесь нет беспроводных Android Auto и Apple CarPlay. В целом Android Auto и CarPlay присутствуют. Вот Android Auto, допустим. Но нужно подключаться по проводу. Никаких беспроводных зарядок и вообще из беспроводных технологий здесь только Bluetooth для телефонных звонков. Качество связи хорошее, нареканий никаких нет. Forerunner Limited идет сразу с камерами на 360 градусов. У меня не Limited, у меня TRD Offroad. И поэтому мне пришлось дополнительно покупать специальный пакет, который называется Offroad Premium Plus. И он включает Multi-Terrain Monitor. Это тоже, в общем-то, камеры на 360 градусов, но там с небольшой дополнительной функциональностью. Сейчас я покажу. Когда в машине есть Multi-Terrain Monitor, то появляется вот эта вот дополнительная кнопка в машине слева внизу. Когда я ее нажимаю, она включает круговую камеру. Пакет Offroad Premium Plus стоит почти $1000, там $850, по-моему. И за эту $1000 получаешь, ну, в общем-то, как видно, изображение достаточно жуткого качества. У меня такое же было на сотовом телефоне в начале 2000-х годов.
Некоторая электроника обновилась внутри этого модельного ряда, но такое впечатление, что камеры и дисплей вот застыли на рубеже десятилетней давности. Multi-terrain монитор отличается от обычной камеры на 360 градусов, которая оборудован, скажем, тот же Forerunner Limited. Но в обычном режиме он показывает, что показывает назад. Он показывает траекторию движения назад. Если включить вперед, то он показывает направление вперед, опять-таки углы. Но это обычный режим. А то, что именно специфически для Multi-Terrain Monitor, информация меняется, если я включу на пониженную. Изображение сразу изменилось. Здесь видна информация уже по сторонам, более детально. И что интересно, траектории колес индивидуальных. Уже не просто углы он показывает, а где проедет каждое колесо. И здесь внизу еще наклон, угол наклона. Он показывает угол наклона как боковой, так и, скажем, продольный. Вон у меня там впереди лежит кирпич, и если я чуть пройду вперед, то я его уже не вижу. И когда я уже визуально не могу контролировать обстановку, я могу смотреть по монитору. Вот здесь я подъезжаю к этому кирпичу совсем близко. Я знаю, где пройдут мои колеса. И будучи уверенным в этом, чисто наблюдая по монитору, я могу проехать по этому кирпичу. И здесь, кстати, видно, как на этом пилотском компасе, я не знаю даже, как это назвать, показывает, что изменился угол наклона машины. В общем, задумка отличная, вещь полезнейшая для езды оффроуд, но исполнение, качества камеры убивает эту идею на самом деле на корню. Чуть только если где-то игра света и тени нехорошая, или просто освещение чуть хуже. На этом мониторе разобрать вообще ничего невозможно. То есть даже здесь видно, что когда ехал по асфальту и на нем лежал белый кирпич, контрастное изображение, оно, в общем, оставляло желать лучшего на этом мониторе. В общем, из серьезных претензий я бы отметил недостаточность дорожного просвета, особенно если машина берется для внедорожья. И может быть слабоватый двигатель. Если посадить 4 человек и загрузить полный багажник, то машина уже идет заметно тяжело. Если в дополнение к этому поставить килограмм 150 путевой защиты, лебедку в дополнение к этому, то я думаю, что будет совсем печально. В остальном большинство моих претензий это мелочи, типа отсутствия зонного климат-контроля, автоматического включения света. Но с другой стороны, даже эти мелочи ощущаются странно на машине 23 года ценой в 50 тысяч долларов. Ну, ё-моё, Toyota. Кстати, некоторые из перечисленных недостатков, как я уже упоминал, они отсутствуют в других версиях Forerunner, допустим, в Limited и в TRD Pro. Но ни ту, ни другую я не хотел брать, я хотел взять именно вот эту TRD Offroad Premium. Касательно эксплуатации у меня нет никаких нареканий, просто завожу и езжу, обсуждать здесь, в общем-то, просто нечего. В целом машина нравится. В дальнейших планах у меня довести ее внедорожные характеристики до такого уровня, который мне хочется. На это уйдет еще 5-6 долларов. Но это все в будущем. А пока что вот такие мысли за первые полгода владения. На этом все. До следующих встреч. Пока.